Господа, если вы устали от однотипных серых банковских карточек, Тинькофф Банк приходит на помощь. Это Тинькофф Киберпанк. Красивая карта с уникальными условиями для новых клиентов. Помимо красоты, вы еще получаете 3,5% годовых на остаток, которые начисляются каждый месяц. 1% кэшбэка вообще с любых покупок, до 15% кэшбэка на избранные категории, которые вы каждый месяц можете выбирать сами. Также, если вы захотели сходить в кино, театр или на концерт, вы можете купить билеты туда через приложение Тинькофф Банк и получить также 15% кэшбэка. Причем сам кэшбэк начисляется настоящими живыми деньгами, которые просто потом можно даже снять в банкомате. Причем деньги снимать можно в любом банкомате, в любой стране мира без комиссии. Также без комиссии можно переводить деньги на другой счет в другом банке по номеру телефона, по номеру карты. Вообще не паритесь, куда угодно, что берете и отправляете. Плюс ко всему, если прямо сейчас пройти по ссылочкам в описании и заказать карту, вы не просто получите карту с уникальным дизайном, но еще и 10% кэшбэк на покупку игр для PlayStation, Xbox, Steam, Origin, Blizzard и так далее. Причем количество карт ограничено, поэтому проходить по ссылочке и заказывать нужно прямо сейчас, дружище. Дерзай. Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на очередную серию со столбом, где мы рассказываем о том, какая разная безопасность бывает у автомобилей. И сегодня у нас, по идее, та машина, при посадке в которую вы должны, при условии, что вы в шлеме и пристегнуты, ощущать себя действительно бессмертным. Напомню, что в прошлом выпуске видео со столбом мы протестировали болтовой каркас на классической модели «Жигулей». В большинстве случаев именно такое сочетание используется в зимнем дрифте. Сегодня мы тестируем необычный автомобиль. Для дрифта он, естественно, не подойдет. Это восьмерка, она раллийная, естественно, это передний привод. То есть это самое, что ни на есть боевая машина. Это самый, что ни на есть злой каркас. И именно он должен обеспечить безопасность, потому что если не он, тогда я не знаю, что будет с этим миром. Забегая вперед, мы уже знаем, что он выполнен из более толстой трубы, естественно, чем тот болтовой, который был в классической модели «Жигулей» в прошлой серии. Естественно, это двойной крест спереди. Это, в общем, немерено жесткая конструкция, если мы сравниваем ее с предыдущей. Условия тестирования сегодня, вправду, будут тоже гораздо жестче, потому что мы взяли 80-метровый стальной трос, который даст возможность больше и быстрее взять разгон именно для этой машины. Таким образом, скорость вхождения в столб сегодня прогнозируемая должна быть за 60. Мы очень на это надеемся. Естественно, будет и Race Logic, который будет снимать скорость, фактически с которой машина зайдет на столб. Будет все очень интересно. Но давайте сначала ознакомимся с самим экземпляром. Особенность, опять же, машины в том, что она полностью боевая, она подготовлена. Сейчас я вам объясню. Это реально зверюга. Это настоящая зверюга на шестнаре, на валах. Из-за валов, естественно, это я сделал зря, да? Не надо было в эту сторону его сдвигать. Это прекрасно. Это был омыватель, который нам сегодня еще может серьезно пригодиться. Так вот, из-за валов у этого мотора, естественно, дикий подрывной характер. Это шестнарь. Старый обрядный шестнарь на металлическом ресивере. Спасибо, пацаны, кстати, из обзора с шестеркой. Мне рассказали, что это 120-й, скорее всего, мотор. Соответственно, еще на металлическом ресивере. Но, тем не менее, он также подготовлен, очень хорошо едет. Машина облегчена. Машина при этом еще на подвеске. Машина на злющей резине с шашкой. То есть, даже не просто раллийная резина, а еще такая раллийная бездорожная, шашечная. Потому что у нас сегодня мало держака, и, естественно, нам эта резина пригодится. В круг дисковые тормоза. Естественно, у нас даже есть ЧК, которая разрывает массу с улицы. То есть, если машина попала в ДТП, подбегает любой очевидец, дергает чеку, масса вырубается. В любом случае, чтобы человек не начал гореть. Чего здесь только нет. Нету системы пожаротушения и чего-то еще я уже забыл, потому что, если быть честным, на современный Кубок России она уже заявиться не может, потому что, опять же, ее техрегламент устарел. И сейчас, если строить машину под соревнования актуальные сегодня, под высокого уровня, этот каркас уже не пройдет. Но вот это нам сейчас рассказали, что, в общем-то, омологация это уже, так сказать, протухшее. Тем не менее, каркас этот крепкий, каркас классный. И если вы будете варить сегодня каркас такого уровня, он вам обойдется в минимум 70 тысяч рублей. I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under
Так, ну и самое главное, чтобы понять, насколько страшно все будет внутри, надо почувствовать себя раллистом. Раллист я, честно говоря, вам хочу сказать, первый раз в жизни. Я у мамки гонщик. Я в этом ничего не понимаю, но я понимаю примерно, что это передний привод, нужно вытаскивать газом в случае заноса. Окей, шестнарь, давай. Валы пошли, злая резина. Все, холостые есть, кайф. Страшно. Если вкратце, это довольно дикая штука. Спереди у нее вообще заварка. Но даже на переднем приводе я почему-то всегда еду боком. И я не понимаю, почему так происходит. Очень мало зацепа. Очень четкая коробка. Прямо шикарно. Я не знаю, какая скорость. По-моему, очень быстро. В повороты можно вваливаться вообще без проблем. Едет она супер быстро на самом деле. Но самое главное, на ней можно прыгать. Прыжок. Так, выходит, что машина у нас настоящая, абсолютно живая, боевая, и даже получилось порулить, как сами видите. К сожалению, гонщик я сугубо мамкин, но тем не менее, это не отменяет того, что когда я сижу в этой машине и на мне одет шлем, соответственно, перчатки, какая-никакая одежда, я знаю, что я в каркасе, соответственно, я полностью бессмертный. Я ехал без штурмана, вот в чем была моя ошибка. Но у нас теперь будет и штурман для, так сказать, формирования физической модели происходящего, возможно, с пассажиром справа. Тем не менее, то есть я сижу весь в обмундировании, у меня все круто, и я в каркасе. Что это значит? Что я могу ехать на все деньги, что мне ничего не страшно, что я еду с полной отдачей. Я не боюсь ошибиться, а значит, показываю лучший результат. При условии, что этот каркас работает. И, честно говоря, как и сейчас, я ехал, меня ничего не парило. Уже много было этих видеороликов на ютубе, где
где раллисты вылетают в скалы, ловят многократные крыши, вот так мотаются, прилетают в сосны. Ну, кто-то ушибся, да, у кого-то там, естественно, растяжения какие-то и так далее, но это все очень легко и весело. После этого люди продолжают снимать ролики, как я весело сегодня убрался. Наша задача показать вам и самим посмотреть, что будет, если взять с настоящей раллийной машиной, которые вот такие же машины можно приехать прямо сюда, в парк Головокросс, взять в аренду и подубасить по этому же конфигу. Они, естественно, подготовлены. И тут, хотя нет сосен, везде расставлены только бочки из-под масла на всякий случай, потому что все-таки, как знать. Тем не менее, очень интересно, что же будет, если в машине установлен настоящий боевой каркас безопасности. Мы едем в столб. Очень больно! Это была максимальная скорость за все время испытаний, 100%. По-моему, там хана рейс-лоджику и всему. Это было супер больно. Она аж вверх подлетела, ты видел? Столб скосила даже не там. Столб скосила по каркасу. Каркас уничтожил столб, именно он срезал его. Скорость была, я не знаю сколько, 80? Это очень было быстро по ощущениям. Космос как быстро. Столб положила, смотри где, не у корня. Вообще пипец. Это реально каркас его подсек. Просто дичь. Трындец. Трындец. Это мы борщинули, конечно. Все, гоупрохи послетали, все. Слетела со скотча гоупроха. Просто все перекосило, вот эта скорость. Здесь была гоупроха, она улетела куда-то. Все, видимо, мы ее потеряли. А, вот она. Тихо и пишет 4:40. И сейчас запись должна сохраниться. Аж лопнул экран у гоупрохи. Да, сохранилась. Есть, эта запись есть. Тут присоску, супер мощную присоску, и то даже отколбасило. Мы борщинули со скоростью очень жестко. Очень высокая скорость была, просто космически высокая. И как нам снова расценивать эти результаты? Ну это реально где-то под 80, это до шиша, никакая другая машина так не разгонялась. Короче, получается, мотор с подушек уехал тоже. С задних, вот с тех подушек уехал. Причем подушка коробки на месте, только кронштейн вроде погнула. Подушка передняя на месте, стойте. А это? Уже на месте. Да похоже, что да. Нет, мотор не уехал. Он не уехал, но при этом облаготился на радик. Ну что, да, мотор, походу, уехал с одной задней подушки, поэтому он так немножечко выпал на радиатор. Короче, у самого манекена получается, о боже, у нее ручка между ног вошла, предварительно сломав одну из них. То есть прямо хорошо. Все теперь переключается, да? Нет. Нет, все равно не переключается. Хорошо, прям вошла, замечательно. Столб стал на место водителя снова. Забавно другой ситуация, что вот мы имеем автомобиль с совершенно идеальным кузовом, не гнилой, не ржавый, выгорели. Если бы шаха была на нормальном кузове, каркас бы затащил.
шаха не затащила бы с каркасом ни в каком разе абсолютно. Собственно, как мы видим, в восьмерке идеальный кузов, не ржавый, не гнилой, ничего. И при этом все равно единственное, что сопротивлялось удару, это сам каркас. Каркас верхний поперечный подсек столб, а средние вот этими и порогами он его валил на бок. Но все равно, как мы видим, это как бы не спасло водителя. Пассажир гипотетически мог еще выжить. Но если мы учитываем, что вот эту сторону каркаса даже погнуло, а там каркас лопнул по сварке, то, собственно, неспроста у меня в руках оказалась болгарка. Надо, как всегда, отпилить контрольный кусочек и посмотрите, с какой трубы он сделан. Но он по виду как будто даже чуть толще, кстати. Я не помню, что вот по памяти. По-моему, чуть толще. То есть, может быть, просто если там была какая-то паленая двойка, здесь типа настоящая двойка. Но это не тройка и не четверка однозначно. Также она бесшовная, конечно, это раз. Тест с молоточком у нас есть. Евгений, у вас же он был. Значит, что мы имеем? Вот у нас есть труба и какой-то камень, навскидку 1,5 килограмма. И я могу сказать, ей прям все равно. Погоди. Пацаны, а ей вообще все равно. Она немного стала овальной. Попробуй ты, вот ты крепенький, Жек, давай. И я уже заплющил. Вот давай, один удар у тебя есть прям душевный. Да. Да, и подсогнулась. Но это не как та молоточком 300-граммовых. Не-не, она жестче. Ну, она однозначно жестче. Нет, ну ту я при вас молоточком там тинь-тинь-тинь. Все, а эту мы сколько раз долбили камнем. То есть, да, труба жестче и, по-моему, ну вот как будто бы там на полмиллиметра типа толще. Значит, потом у нас мнение свидетелей, очевидцев, так сказать, или понятых. О, надо голосование провести, у нас же демократия. Кто считает, что скорость была выше? Все, мы проголосовали, я победил. Спасибо, спасибо, я победил, да. В общем, значит, скорость была действительно такая же. Но, как мы видим по видео, она была 56 км в час. Труба жестче, да, действительно не спасло водителя, но, учитывая, как замотало столб, каркас пытался работать. Он не сработал, но пытался прямо до последнего. И однозначно, если бы каркас, конечно, был не такой, болтовой, то было бы все сильно хуже, ее бы порвало пополам. Но, как оказалось, знающие люди говорят, что по современным требованиям homологации и допускам этот каркас уже не удовлетворяет требованиям безопасности. Дело в том, что у него над крышей водителя и в задней части нету крестов, а все сделано только укосинами. То есть только одна у нас перекладина везде имеется. То есть если мы берем вот это место, это одна перекладина, вот это одна перекладина. А в современных каркасах везде уже должны быть кресты. И там также еще изменились другие правила безопасности. Можно взять, сварить каркас на заказ в сервисе, который мы, допустим, больше всего любим, да? Ну, там АСТ, там же матерый каркасник. Вы же видели, да, Никитос с Ладяном? Там же вообще дикий человек просто, который их варит, безумные эти каркасы сверхусиленные. Что, купите некро BMW, главное, чтобы живой... Не, а зачем? Давай Зубило, да, классическая, то есть машина русская. И в нее просто у самого проверенного человека сказать, сделай каркас, как ты можешь. И то есть вот прямо если не он, то никто. И по современным требованиям homологации со всеми необходимыми крестами. Вот это интересно. Но самое главное, мы видим, что живой кузов никак не работает против столба. Абсолютно все равно. Берете вы гнилую шаху просто с дырами, если вы видите асфальт. Или у вас есть визуальное присутствие, что у вас пол, двери, все прям с завода. Без разницы. Абсолютно никак кузов в советских автомобилей не рассчитан под такие нагрузки. Его сминает как скорлупу. Что очень печально, безусловно. То есть надо гонять на чем? Мы поняли, на Солярисах. И на всем Кредит Рейсинг Тим, короче. Вот это прям создано под навал, а остальное нет. Что там мы в следующей серии тестируем, если мы все-таки пропагандируем, что это скорость, понты и X5? Такую же шаху, только на супер каркасе. Мне кажется, нам проще сварить один каркас и его разогнать в столб без шахи. Она просто мешает нам разглядывать детали деформации.
Нет, ну, во-первых, надо какую-нибудь понторезку обязательно разложить. Или Range Rover, или X5 первого поколения E53. Обязательно, потому что это огромное количество железа, толстенные двойные лонжероны, просто огромный тяжеленный кроссовер, как бы его надо. Прямо это точно надо, это раз. Ну, вес тут будет в конце, как мы уже обещали. И все-таки надо еще что-то с каркасом. Если вы делаете каркасы, и вы в Санкт-Петербурге, и типа не зассал, тогда мы готовы предоставить вам какой-нибудь автомобиль, даже на какой вы скажете, может, какой-нибудь BMW, какой-нибудь типа E36, если хотите, найдем живую. И вы в нее ввариваете ваш супер каркас. И мы кидаем его на стол. И тогда как бы есть два стула, грубо говоря. И на один из них придется все-таки сесть. Но вот кто в это впишется, это хороший вопрос. Или мы кого-нибудь поищем. То есть болтовые из пляжа уже уходят из 2-миллиметровой стали, и не амалогированные по современным требованиям, как мы видим, тоже уходят. Ну и все, я победил. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Огромное вам всем удачи, берегите себя и своих близких. Пока.